Все видео данного мастер-класса вы можете найти в одном плейлисте по ссылке в описании к этому видео. Итак, приступаем к обвязке. Сейчас соединительными столбиками нам нужно пробраться вот в эту арку из 5 воздушных петель. Выполняем соединительную петлю в следующий столбик, соединительная петля в следующий, в следующий и в следующий столбик. Теперь выполняем соединительную петлю сразу же в следующую арку. Я выполняю одну воздушную петлю, и сюда же, в эту же арку, нам нужно провязать 3 столбика без накида. Раз, два, три. Теперь выполняем 8 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. То есть вот мы здесь сейчас на углу разворачиваем вот так работу и выполняем вот в эту арку 3 воздушных петель между вот этими столбиками, провязываем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля и еще один столбик с одним накидом сюда же, в эту же арку. Вот так у нас получается. Теперь выполняем 8 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. И выполняем столбик без накида, то есть вот это все пропускаем. И вместо соединения, вот здесь, где у нас мотивы соединялись, мы прям вот так за это соединение туда вставляем крючок и провязываем столбик без накида. Опять 8 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. В следующую арку, вот сюда между столбиками, провязываем столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. Столбик с одним накидом сюда же, в эту же арку. 8 воздушных. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Столбик без накида вместо соединения. Вот так сюда прям вставляем крючок, провязываем столбик без накида. Опять 8 воздушных. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. В арку 3 петель между столбиками провязываем столбик с одним накидом. 1 воздушная, столбик с накидом сюда же, в эту же арку. 8 воздушных. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. И в самую угловую арку мы провязываем 3 столбика без накида. Раз, два, три. 8 воздушных. Раз, два, 3, 4. Раз, два, 3, 4. 8 воздушных. Разворачиваем работу на другую сторону и опять продолжаем в арку 3 петель, столбик с накидом, 1 воздушная и столбик с одним накидом. Вот так. Вот что у нас получается. И продолжаем вязать таким образом ряд до конца по кругу. Итак, провязали по кругу вот эти все наши арки, столбики. Я выполнил здесь последние 2 столбика с накидом, 1 воздушная петля между ними, 8 воздушных петель и соединяемся с самым первым столбиком без накида просто соединительной петлей. Это мы, получается, провязали первый круговой ряд. Сейчас приступаем ко второму круговому ряду. Выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. 3 воздушные петли, как арка. Раз, два, 3. И выполняем столбик с одним накидом в следующий столбик. 3 воздушные. Столбик с одним накидом в следующий столбик. То есть у нас здесь было 3 столбика без накида в арке.
И мы в каждый провязали по столбику с одним накидом и между столбиками по 3 воздушные петли. Затем сразу же вот мы разворачиваем работу на прямую сторону. И в следующую арку сейчас после этого столбика провязываем столбик с накидом, 3 петли, столбик с накидом. Выполняем накид. И сразу же в следующую арку столбик с одним накидом, 3 петли, столбик с одним накидом сюда же. То есть провязали столбик, 3 петли, столбик. Второй раз то же самое в эту же арку. Столбик, 3 петли, столбик. Столбик, раз, два, 3 петли, столбик. Теперь в следующую арку одной воздушной петли провязываем то же самое. Столбик, 3 петли, столбик. Столбик, раз, два, 3, столбик. Перед нами следующая арка, в нее также 2 раза провязываем столбик, 3 петли, столбик. Столбик, раз, два, 3, столбик. И второй раз столбик, 3 петли, столбик. Перед нами идет столбик без накида, мы в него провязываем то же самое. Столбик, 3 петли, столбик, накид. И в этот столбик без накида выполняем столбик с накидом, 3 петли, столбик с накидом. Опять перед нами следующая большая арка, мы в нее вяжем также 2 раза столбик, 3 петли, столбик. Провяжем сейчас вот так до угла, где 3 столбика без накида было, я вернусь и покажу. Итак, вот я дошел до угла, то есть в последнюю арку у меня вот 2 раза здесь столбик, 3 петли, столбик. И здесь после последнего столбика, вот столбик, 3 петли, столбик, мы сразу же выполняем в следующий столбик, то есть у нас тут 3 столбика было, мы сразу же в первый из этих столбиков провязываем столбик с одним накидом, 3 воздушные, столбик с одним накидом в следующий столбик, во второй получается, 3 воздушные, и столбик с одним накидом в третий столбик. Все, далее у нас уже опять повторяется вот эта прямая часть. Разворачиваем вязание, и здесь мы в каждую арку большую провязываем столбик, 3 петли, столбик по 2 раза. И в каждую арку одной воздушной петли мы провязываем то же самое. Столбик, 3 петли, столбик. Все, далее я уже тут вязать не буду. В принципе, у нас тут все повторяется. Вот в каждую большую арку у нас идет столбик, 3 петли, столбик. Сейчас опять столбик, 3 петли, столбик. Тут также и в столбик без накида. То есть вот что у нас получается. Все вяжем таким образом по кругу. Итак, вот мы провязали ряд до конца. В самую последнюю арку мы выполнили наши вот эти 2 группы столбиков. То есть столбик, 3 петли, столбик, столбик, 3 петли, столбик. И здесь мы соединяемся, но можно соединиться не в третью воздушную петлю подъема, а прям вот так, за сами воздушные петли вставляем крючок и выполняем соединительную петлю. Теперь приступаем к третьему круговому ряду. Сейчас сюда же, в эту же арку, где мы находимся, нам нужно провязать 3 столбика с одним накидом и по 3 петли между ними. Выполняем первый столбик, то есть 3 воздушные петли подъема. Это как первый столбик с одним накидом. 3 воздушные. Раз, два, 3. В эту же арку второй столбик с одним накидом. 3 воздушные петли. И третий столбик с одним накидом сюда же, в эту же арку. Вот так. То есть у нас здесь на самом углу у нас было 2 арки по 3 воздушные петли.
И вот в первую арку мы провязали 3 столбика и по 3 петли между ними. Теперь во вторую угловую арку мы вяжем то же самое. То есть 3 столбика и по 3 петли между ними. То есть сразу после вот этого третьего столбика мы провязываем в следующую арку столбик с одним накидом, 3 петли, второй столбик с одним накидом сюда же в эту же арку, 3 петли и третий столбик с одним накидом сюда же в эту же арку. Вот так у нас здесь получается. Теперь в каждую следующую арку, которая у нас уже получается на прямой части, то есть вот перед нами здесь идет вот так 2 арки, потом вот здесь, мы в эту каждую арку провязываем столбик, 3 петли, столбик. То есть после вот этого третьего столбика, что мы сейчас сделали, в следующую арку 3 петель столбик с накидом, 3 петли, столбик с накидом сюда же. Теперь в следующую арку опять то же самое. Столбик с накидом, 3 петли, столбик с накидом. Опять в следующую арку то же самое. Столбик с накидом, 3 петли, столбик с накидом. Таким образом вяжем до угла. Я здесь на всякий случай на углу еще вернусь и еще раз покажу. Итак, вот я провязал до угла. Передо мной 3 самые-самые угловые столбика, и вот они 2 арки. И мы в эту каждую арку провязываем 3 столбика и по 3 петли между ними. Провязываем первый столбик вот в эту первую угловую арку, 3 петли, второй столбик сюда же, 3 петли и третий столбик в эту же арку. Затем вторая самая угловая арка, мы в нее после этого столбика сразу же также столбик с накидом, 3 петли, второй столбик с накидом, 3 петли и третий столбик с одним накидом. Все, то есть на углу у нас получается вот так. У нас на самом углу получается 1, 2, 3, 4 арки. Все, далее у нас уже идет прямая часть, и мы здесь в каждую арку 3 петель вяжем столбик, 3 петли, столбик. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали третий круговой ряд до конца, и здесь мы можем соединиться. Вот у нас идут воздушные петли подъема, мы также туда вставляем крючок и выполняем соединительную петлю. Теперь приступаем к четвертому круговому ряду. Выполняем 1 воздушная петля подъема, столбик без накида сюда же в эту же арку, 2 воздушные петли, и следующие 2 арки у нас идут самые угловые. То есть здесь у нас в самом начале на углу мы провязывали 3 столбика без накида, потом 3 столбика с одним накидом, и вот у нас этот столбик самый угловой, и вот по сторонам от него получаются 2 самые угловые арки, и мы в них сейчас провязываем 2 столбика, 2 петли, 2 столбика. И столбики у нас с одним накидом. То есть сейчас выполняем накид, и в следующую арку вяжем 2 столбика, 2 петли, 2 столбика. 1, 2, 2 петли и еще 2 столбика сюда же в эту же арку. Затем сразу же в следующую арку то же самое. 2 столбика, 2 петли, 2 столбика. 2 столбика с одним накидом, 2 петли и 2 столбика с одним накидом в эту же арку. Вот так мы будем вязать в самые 2 угловые арки, вот на каждом углу. Сейчас выполняем, переворачиваем работу на прямую сторону, выполняем 2 воздушные петли
И в следующую арку столбик без накида. Затем выполняем 2 воздушные петли. И в следующую арку мы выполняем 2 столбика, 2 петли, 2 столбика. Столбики с одним накидом. Первый, второй столбик с накидом, 2 воздушные и 2 столбика с одним накидом в эту же арку. Затем 2 воздушные петли, столбик без накида в следующую арку, 2 воздушные петли и опять провязываем 2 столбика, 2 петли, 2 столбика, потом 2 воздушные, столбик без накида. И таким образом мы чередуем 2 столбика, 2 петли, 2 столбика, столбик без накида, 2 столбика, 2 петли, 2 столбика, столбик без накида. И между ними тоже вот так по 2 воздушные петли. Все вяжем так до самого угла. И до самого угла я дошел. У меня здесь получился столбик без накида. То есть по рисунку у меня здесь все сходится. И передо мной вот они, 2 самые-самые угловые арки идут, в которые мы сейчас провязываем 2 подряд вот такие группы столбиков. То есть 2 столбика, 2 петли, 2 столбика. И так у нас чередуется до конца ряда. Итак, провязали 4-й круговой ряд до конца, выполнили последние вот эти группы столбиков, после них 2 воздушные петли и соединяемся с самым первым столбиком без накида просто соединительной петлей. Теперь приступаем к 5-му круговому ряду. Нам нужно соединительными петлями пробраться вот в эту следующую арку 2 воздушных петель между столбиками. То есть вот, которая у нас первая группа была в самом нашем углу. Мы выполняем соединительную петлю в следующую арку, 1 воздушная петля, соединительная петля в следующий столбик, уже вот в столбик с накидом который, соединительная петля в следующий столбик и соединительная петля уже в арку. Вот так. Теперь в эту арку нам нужно провязать 3 столбика с одним накидом и между ними по 3 воздушные петли. Первый столбик мы заменяем 3 воздушными петлями подъема. Еще 3 воздушные петли как арка. 1, 2, 3. Столбик с одним накидом сюда же в эту же арку. 3 воздушные. И третий столбик с одним накидом в эту же арку. Вот, то есть вот что у нас здесь получается. Затем сразу же в следующую арку между следующими столбиками провязываем то же самое. Выполняем накид. Сразу после этого третьего столбика накид. И в следующую арку провязываем столбик с накидом. 3 воздушные. Столбик с накидом второй сюда же. 3 воздушные. И третий столбик с одним накидом сюда же. На каждом углу, вот в эти 2 арки, у нас здесь было 2 группы в предыдущем ряду, провязываем вот так 3 столбика и по 3 петли между ними. Затем у нас начинается прямая часть. После вот этой группы столбиков, вот 3 столбика и 3 петли, мы выполняем также здесь сейчас 3 петли. 1, 2, 3. Столбики без накида мы будем все пропускать. А в каждую арку между столбиками с накидом мы провязываем 2 столбика с одним накидом и 3 петли между ними. Столбик с одним накидом, 3 петли. 1, 2, 3. И столбик с одним накидом сюда же в эту же арку. 3 воздушные петли. Столбик без накида мы пропускаем и в следующую арку между столбиками с накидом провязываем столбик с накидом, 3 петли и столбик с одним накидом сюда же. И опять 3 воздушные. 1, 2, 3. Таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Сейчас провязываем до угла. И вот у нас перед нашими 2 угловыми столбиками, вот мы сюда провязываем столбик, 3 петли, столбик, затем 3 петли и уже сюда, вот в эти 2 угловые арки,
мы провязываем вот так, как мы провязали в начале. 3 столбика и по 3 петли между ними. Вот так. Все, вяжем таким образом ряд до конца. Итак, провязали ряд до конца, выполнили последние 3 воздушные петли. И здесь можно соединиться, прям вот так за сами воздушные петли мы туда вставляем крючок и выполняем соединительную петлю. Теперь приступаем к последнему ряду. Сейчас выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Столбик с одним накидом сюда же, в эту же арку. 1 воздушная петля. Теперь выполняем пико из 3 воздушных петель. То есть выполняем сейчас еще 3 воздушные. 1, 2, 3. И в третью петлю от крючка, то есть вот одну петлю после столбика мы оставляем, а в третью петлю от крючка выполняем соединительную. 1 воздушная. И в эту же арку выполняем 2 столбика с одним накидом. 1, 2. То есть вот так мы провязали 2 столбика с одним накидом. Вот 2 столбика, 2 столбика. И между ними 1 петля, пико из 3 петель, 1 петля. Затем сразу же в следующую арку мы выполняем то же самое. 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Теперь 1 петля, пико из 3 петель, 1 петля. 1 воздушная, еще 3 закрываем в пико. 1, 2, 3 закрываем в пико. 1 воздушная и 2 столбика сюда же. 1, 2. Вот так. Затем сразу же вот у нас опять идет 2 арки, и мы в них вяжем то же самое. Сразу же 2 столбика в следующую арку. 1 воздушная петля, еще 3 воздушные, закрываем в пико, 1 воздушная и 2 столбика сюда же. Опять в следующую арку 2 столбика. Теперь делаем 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. 1 петлю оставляем в третью петлю от крючка. Соединительная. 1 воздушная и 2 столбика сюда же. 1, 2. Вот так мы будем вязать на каждом углу. То есть у нас на каждом углу вот так получается по 2 вот такие. То есть всего 4 вот такие группы столбиков. После этой группы столбиков перед нами идет арка 3 воздушных петель, которая между вот этими у нас была штуками. Мы здесь выполняем 1 воздушная петля. И сразу же вот в эту арку, которая между, выполняем столбик без накида. Затем опять 1 воздушная. И в следующую арку между столбиками мы провязываем вот эти наши группы столбиков. 2 с накидом. Теперь 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. 1 петлю оставляем в следующую соединительная. 1 воздушная и 2 столбика сюда же. Затем 1 воздушная и в арку, которая между, столбик без накида. Опять 1 воздушная, и таким образом мы продолжаем вязать ряд до конца. То есть в арке между столбиками мы провязываем 2 столбика, 1 петля пико, 1 петля, 2 столбика. И в арке между мы выполняем столбики без накида. И также вот здесь по 1 воздушной петле у нас будет. Провязали ряд до конца, выполнили последний столбик без накида, 1 воздушная петля. И здесь мы соединяемся просто соединительной петлей в третью воздушную петлю подъема. Я делаю еще одну соединительную на всякий случай, просто так, грубо говоря, контрольную, в следующий столбик. И теперь можно эту нить обрезать. Я оставляю сантиметра 3 и обрезаю нить.
Теперь я крючком вот так вытягиваю эту нить. Все, она у нас теперь только будет сильнее затягиваться, даже если тянуть за этот хвостик. И сейчас я эту нить вот так сзади беру и вот в эту арку вставляю крючок, ее здесь протягиваю. И в ту петлю, из которой вот эта нить выходит, я вот так снизу вставляю крючок, цепляю эту нить и туда ее продеваю. Все, вот так. То есть и здесь у нас по рисунку получается вот такая же косичка. Все, а сейчас мы этот хвостик назад протягиваем, и между петлями, между столбиками можно его спрятать. И здесь у меня также вот моя нить состоит из двух ниточек. Я ее сейчас вот так просто раздербаню и на 2 узелочка завяжу. Теперь нам осталось нашу работу только постирать. Во влажном виде хорошо ее руками растянуть в разные стороны, чтобы у нас все столбики и петли встали на свои места. И можно ее либо заблокировать, либо просто отпарить утюгом. Дорогие мои, мне очень нужна ваша поддержка в виде лайка, комментария и обязательно проверьте подписку на канал. Я стараюсь снимать все больше новых и интересных мастер-классов. А еще хочу напомнить, что у нас с вами в Instagram есть свой хэштег «Вяжу с Дуду», для того, чтобы вы могли показать мне фотографии работ, что у вас получаются по моим мастер-классам. Поставьте этому видео лайк, если оно вам понравилось, если нашли для себя порцию вдохновения, мне будет очень приятно. Подпишитесь на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны, и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные мастер-классы. А с вами был я, Эд, до скорого!